Всем добрый день, всем большой салам, друзья! Сегодня мы наконец-то приготовим люля-кебаб. Одно из самых любимых лично моих блюд. Да и не только моих. На Кавказе в данный момент уже настолько полюбили люля-кебаб, что уже на свадьбы приглашают специалистов. И это уже стало неотделимым атрибутом свадебного стола. Люля-кебаб придумали в восточных странах или в азиатских странах, я точно не знаю. В общем, это блюдо пришло откуда-то оттуда. Но сегодня мы готовим его здесь, на Кавказе, относительно традиционным способом, насколько я знаю традиционный рецепт. И готовить мы будем, конечно же, если говорить о традиционном рецепте, то, конечно же, это баранина у нас. Для люля мы выбрали вот такую заднюю ногу относительно немаленького барана. Также нам понадобится курдюк бараний. Мы еще добавим куриную грудку, ну и, соответственно, лук, зелень и специи пойдут. Так что начинаем разделывать наше мясо. И первым делом нам надо убрать вот эти все лишние волосы, которые остались после разделки. Это делается очень легко с помощью вот такой горелки. Также из курдюка. Вот теперь уже можно приступать к разделке нашего мяса. Все ненужные жиры, пленки, лимфоузлы мы сразу же убираем. Вот этот жир мы тоже не будем оставлять, потому что для сочности фарша у нас специально есть курдюк. Ну все, друзья, мясо мы разделали. Вот эта нога у нас весила 400, если я не ошибаюсь. И примерно около 3 килограмм мякоти мы оттуда извлекли. А вот это мы, конечно же, тоже не выкидываем. Из этого можно сделать очень хороший бульон. Дальше вот это мясо нам надо порубить на мелкие кусочки. Вслед за мясом мы также порубим на мелкие кусочки вот этот курдюк и вот эту грудку. Грудку также порежем на маленькие кусочки. У курдюка мы снимаем вот этот верхний слой. Ну а все остальное мы также нарежем, нашинкуем на мелкие кусочки. Итак, друзья, если придерживаться именно традиционного рецепта, то традиционный рецепт это, конечно же, рубленное мясо. Поэтому мы не будем использовать мясорубку, мы мясо будем рубить. Для этого мы берем вот эту нашу доску и переворачиваем на сторону, которую нам особо не жалко. Мы будем использовать вот такой кухонный топорик. Ну и другой еще один помощник у нас есть, чуть покрупнее. Попробуем справиться вот с этими инструментами. Итак, сдаем кулинарное ГТО. Друзья, мы же готовим на Кавказе.
Поэтому и готовка у нас будет кавказская. Друзья, я думаю, этот процесс будет намного сложнее, а он идет как-то легко, играючи, за исключением вот этого курдюка. Вот именно курдюк шинкуется намного сложнее, чем мясо, чем куриная грудка. Наконец-то мы с этим мясом закончили. Теперь также нашинкуем лук. Лук нашинковали, и теперь нам надо будет сделать вот такую вещь. Можно делать через сетку, через марлю. Коротко говоря, нам надо просто выжать лишний сок из лука. Дальше мы в фарш будем добавлять кориандр. Примерно вот столько. Это как, наверное, чайная ложка. Теперь добавляем зиру. Зиру побольше. Также добавляем черный перец. Ну и, конечно же, добавим соль. Куда без соли. Все это хорошенько перемешаем сначала. Вот рубленый фарш вообще по-другому ощущается, нежели фарш, который был сделан в мясорубке. Как-то вот волокна сразу уже растягиваются. Фарш перемешали. Пускай пока ингредиенты друг друга поймут. Пускай они раскрываются, а мы за это время будем уже разжигать огонь и только после этого начнем отбивать фарш, а то он у нас пока вообще не липкий. Так, едем дальше. Есть еще одна сложность в приготовлении люля-кебаб. Эта сложность заключается в том, что фарш плохо держится на шампурах. Многие даже не берутся готовить его из-за этого. Но чтобы он хорошо держался на шампурах, он должен стать очень липким. Видите, он сразу отпадает от руки. Для этого фарш нам нужно будет отбить хорошенько, а после отбивания он уже должен, по крайней мере, цепляться за руку. Только после этого он будет уже цепляться также и за шампур. Отбивать мы будем маленькими порциями. Сейчас будет шумно и грязно. Если вы думали, что физкультура на топориках закончилась, то вы очень ошиблись. Вот сейчас он уже более-менее липкий.
Еще чуть-чуть надо отбить. Посмотрите на отбитый фарш и на неотбитый фарш. Структура вообще разная. Вот тут уже видно, что белые волокна начали вылазить. За счет этого и появляется сама липкость фарша. Примерно 1,5 часа у меня ушло на то, чтобы отбить вот столько фарша. И примерно полчаса, чтобы все это порубить. Так что, надеюсь, теперь по вкусовым качествам это нам хоть как-то компенсируется. Фарш достаточно такой липкий стал. Хорошо бы его еще теперь в холодильнике подержать часа 2-3. Но у нас, во-первых, и холодильника нет. Во-вторых, уже и время поджимает, поэтому мы еще сейчас кое-какие приготовления сделаем. И сразу начнем уже нанизывать на шампуры и жарить. Помните, в других выпусках я говорил, что вот сейчас самый ответственный момент, когда еду пробовал. Так вот, именно здесь самый ответственный момент наступает вот сейчас, когда нужно насаживать на шампуры. Надо выбить весь воздух из мяса, чтобы потом фарш хорошо сидел на шампурах. Вода нам нужна для того, чтобы при разжимании пальцев пальцы не прилипали к мясу и мясо не отходило от самого шампура. Так, а мы приступим пока ко второй партии. Раздаем люлей люлям. Друзья, у нас с одного шампура чуть-чуть упало. Это из-за того, что мы не сделали вот такой вот замочек на конце.
Так, вот эти 3 пока готовы. Какой удобный лаваш, да? Вот эти шампуры у нас сейчас горячие, их нам надо остудить в холодной воде, потом уже вытереть насухо и только потом обратно нанизывать на них люля-кебаб. Итак, последняя партия пошла жариться. Как вы видите, размеры у нас все по ГОСТу, как и полагается. В принципе, вот это вот блюдо, люля-кебаб, оно хорошо, если вот шашлык надоел или еще что-то. А так, чтобы его приготовить, нужно потратить много сил, много нервов и очень много времени. По этой ситуации могу процитировать фильм «Бумер» и сказать: не нужна тебе такая машина, Вовка. Ну все, готово. Ну, наконец-то наше блюдо готово. Теперь уже осталась самая приятная часть. Это был долгий день. Это был долгий рецепт. И теперь мы можем насладиться этим результатом. Люля получились сочными. Еще сок остался внутри даже. К люля я приготовил вот такой вот соус. Я его уже готовил. Он с листьями перца. Очень хорошо подходит к мясу. Друзья, вот такое вот видение люля-кебаба у нас на канале. Мы делали традиционный метод. Он, конечно же, сложнее, чем обычный домашний. Мой вам совет, если вы не горите желанием потратить полдня на вот этот рецепт, то используйте мясорубку, используйте миксер, и будет вам счастье. Но для особых гурманов все-таки советую попробовать именно вот так. Ну а выпуск подходит к концу. Всем всех благ. До новых встреч. А нам пора кушать.